Здравствуйте, дорогие рукодельницы. Мне вот из ателье достались вот такие вот обрезки. Я не знаю, что это за ткань, но она не сыпется. Типа пальтовая, может быть, или пиджак теплый они шили. Или я не знаю, что они шили. Но они все вот какие-то небольшие. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы большие, но больших нет. Поэтому из этих вот небольших я выбрала вот такие вот полоски ровные и порезала их вот на такие вот квадратики. У меня эти квадратики 12,5 на 12,5 сантиметров. Но это не важно, лишь бы это был квадрат. И чем больше, тем меньше работы. Что я делаю с этим квадратиком? Беру мыльца, беру линейку и нахожу серединку этого квадратика. Рисую линии. Можно, конечно, маркером, но я мыльцем. И точно так же через центр провожу прямые линии, еще серединки нахожу. Вот, теперь от этих серединок я откладываю, ну, например, по 2 сантиметра. Я на глазок делаю, потому что я думаю, что я правильно делаю. Вот 2 сантиметра. У меня просто хороший глазомер, а можно, конечно, отмерять. На самом деле нужно еще 4 линии. Здесь у меня вот 6 с копейками, значит, здесь вот прям почти 3. Чуть прям вот побольше, чем 3. И здесь также. Сначала хотела сделать попроще, потом решила делать не проще и добавить еще линий. Также через центр проводим еще линии. Делим пополам свои еще. Не знаю, видно, не видно. По мере того, как я черчу новые линии, старые стираются. И 3 с копейками. И их тоже соединяем, проводим через центр. А теперь вот уже отмечаем по 2 сантиметра от центра. Если брать побольше квадрат, прям большой, эти 2 сантиметра прям, ну, не 2 будут уже, а побольше вот этот кружочек в центре будет. И я еще отмеряю с каждой стороны сантиметр, отложу, чтобы мне вот этот сантиметр не трогать просто. Это у меня будет на припуске. Я к нему приближаться буду, но не сильно близко. Просто это у меня такая ограничительная линия. Теперь я смотрю, у меня вот от моего центра до моей ограничительной линии 5 сантиметров. Ну, здесь чуть больше, чем 5. Но мы будем отмерять 5. Вот 5 прямо вот до этой линии. На следующем луче мы отмеряем тоже 5 от центра. И так по всем лучам отмечаем 5 сантиметров. Отмерила по 5 сантиметров. И теперь вот от этой окружности большой, которая у нас получается, до вот этой маленькой окружности, которая у нас была отложена по 2 сантиметра, делаю прорези. Я просто их намечаю вот ножиком, а потом поаккуратнее разрежу ножницами. Вот они у меня намечены. И теперь аккуратненько я делаю ножницами, чтобы они были все одинаковые. К сожалению, у меня тут маленьких нет ножниц, поэтому приходится большими, а большими не так аккуратно получается. И то же самое делаем вот разрезы до вот этой окружности. Сделали. Основную работу сделали. Смотрите, теперь каждый лепесток мы вот так вот берем на одинаковом расстоянии от этой окружности. И я буду вручную зашивать. Вот я вдела нитку в иголку похожего цвета. И узелок вовнутрь спрячу. И вот сюда его закрываем. Если бы у меня были большие куски такой ткани, то можно было просто вот взять вот так вот, сложить и вот так вот на машинке прострочить. Но у меня маленькие,
Поэтому вручную. Прям вот за краешек. И все. И узелочек завязываю. Нитку пропихиваю туда, чтобы она у нас здесь не выглядывала. И здесь вот обрезаю. И делаю так со следующим тоже лепесточком. Желательно стараться, чтобы вот это вот расстояние от этой окружности было одинаковым. Если прям вот не будет сразу одинаковым оно получаться, ничего страшного, все равно красота получится. Но когда одинаково, то еще краше. Завязываем узелок, пропихиваем нитку назад и обрезаем. И приступаем к следующему. Также зашиваем. Пробовала уже перед этим делать. Я делала цветными нитками. Вот видите, цветными. Вот, но надо поаккуратнее, конечно. Но потом решила, что вот обычными, незаметными, в цвет тоже хорошо. Ну вот я сделаю и вернусь. Смотрите, я сделала 5 таких вот блоков. И теперь я буду просто соединять их. Я делала специально с изнаночной стороны, а теперь соединять буду их вот такими квадратиками уже лицевой стороной. Может быть, конечно, стоит и сделать также изнанку. Наверное, может быть, даже лучше изнанкой. Они все тогда в одном цвете получаются. Потому что на лице вот эти квадратики, они как-то отвлекают. Значит, смотрите, сейчас я их сошью все между собой и вернусь к вам. Сшила я между собой свои квадратики. Конечно, здесь косяк у меня, вот здесь вот шов не сошелся. Но вот эти вот штуки, вот за счет того, что все вырезано, они сильнее тянутся. И я это тут не рассчитала. Вообще, хорошо бы каждый вот этот вот квадратик сзади сначала обшить тканью какой-то. Соединить просто хотя бы зигзагом, а уже только после этого все сшивать. И, конечно, вот на припуске оставлять побольше. Но у меня просто вот сами по себе вот эти полоски были маленькие. А еще меньше вырезать вот эти вот все штучки. Это совсем уж прям очень кропотливый труд. Поэтому потом во время разглаживания, за счет того, что швы очень близко, если бы вот побольше были у меня, вот хотя бы 15 на 15 эти квадраты, а вот эти вот вырезанные цветочки такие же, то тогда можно было бы смело гладить швы, а так я глажу и прям вот попадаю сюда на них. Поэтому имейте в виду, даже если вы будете вот такие вот маленькие делать, цветочки вырезать, то сами квадраты по себе должны быть больше. Кроме того, сюда вот, чтобы такую штуку сделать, подойдет, я думаю, что не только вот такая пальтовая толстая ткань, не сыпучая, но и фетр. Можно из фетра такие вот, ну, мало ли, какую поделку решите сделать, чем-то украсить вот так вот. Вот. Вот это у меня, как бы, не смотрите, вы сделаете лучше уже на основании моих ошибок. А я возьму вот такой вот, у меня есть кусочек розового хлопка, и я на него сверху кладу вот свою вот эту вот заготовочку. Вырежу этот квадратик хлопка по размеру моей заготовки и пришью сзади и простегаю вот так вот в шов, чтобы все это было соединено. Здесь, конечно, косяк, то что шов не шов, но как получится, так простегаю. Вот, переделывать не буду. Я простегала квадраты свои с розовой подкладочкой. И я вот уже обшила по сторонам такой бежевой вязью. Буду делать наволочку. Из этой же вязи я сделала заготовочки для задней стороны наволочки. Я буду делать с запахом. И вот я их укладываю лицом к лицу с моей красотой. И скалываю. Здесь вот у меня, видите, нахлест получается. По совету своей зрительницы я его делаю в этот раз побольше, чем в прошлой наволочке. Делаю около 10 сантиметров, чтобы подушка точно не высовывалась. И я скалываю краешки, прежде чем прошивать по всему периметру. Буду скалывать, чтобы у меня все было хорошо и ровно.
Девочки, ну смотрите, какая получилась неземная красота. Мне прямо очень нравится этот узор вырезанный. А ведь можно, наверное, еще и продолжить его и сделать вот еще прорези как-то и соединять их. Тогда прям вообще ажур-ажур получится. Вот такая у меня теперь думочка есть. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь, если вы еще не подписаны на мой канал. И спасибо всем, кто досмотрел до конца.